Жила-была маленькая славная девочка. Всем она была мила, кто только видел ее. Но всех милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, чтобы подарить своей любимой внученьке. Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата. А так как ей эта шапочка была очень к лицу и ничего другого носить она не хотела, то и стали ее называть Красной Шапочкой. Вот однажды ее мать попросила отнести кусок пирога и бутылку вина к бабушке. Мол, она и больна, и слаба, это ей будет на пользу. Приказала мать в сторону от дороги не забегать, не то упадет и бутылку разобьет, и бабушке тогда ничего не достанется. А когда к бабушке придет, чтобы не забыла с ней поздороваться. Послушалась Красная Шапочка, взяла гостинцы и пошла в путь. А бабушка жила аж за лесом, на полчаса ходьбы от деревни. И чуть только Красная Шапочка вступила в лес, как повстречался ей волк. Девочка, однако же, не знала, что это был за лютый зверь, и ничуть его не испугалась. Она вежливо поздоровалась. Волк тоже вел себя очень прилично, поэтому Красная Шапочка все и рассказала волку, что несет она гостинцы своей любимой бабушке. И пока она рассказывала, как пройти к дому бабушки, волк про себя подумал, как бы ему съесть не только старушку, но и миленькую девочку. И тут волк придумал показать Красной Шапочке огромную поляну с прекрасными цветами. Красная Шапочка, как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала, что было бы неплохо принести бабушке свежий пучок цветов, ведь это бы ее тоже порадовало. Да и сбежала с дороги в сторону и стала собирать цветы. Чуть сорвет один цветочек, как уже ее другой манит, еще лучше, и она затем побежит. И так все дальше да дальше уходила вглубь леса. А волк прибежал прямехонько к бабушкиному дому и постучался в дверь. Бабушка спросила, кто там. А волк ответил тоненьким голоском, что это Красная Шапочка принесла пирожка и венца. Старушка поверила и велела надавить на щеколду и входить. Волк надавил на щеколду, дверь распахнулась, и он забежал к бабушке в избу. Кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее. Затем он надел бабушкино платье и на голову ее чепчик, улегся в постель и стал ждать. Красная Шапочка между тем бегала и бегала за цветами, и когда их набрала столько, сколько могла нести, тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому. Она очень удивилась тому, что дверь была настежь отворена, и когда вошла в комнату, окликнула бабушку. Ответа не было. Подошла внученька к кровати и видит. Лежит бабушка, и чепчик на самый нос надвинула, и такую странную, кажется. Красная Шапочка с недоумением спросила, для чего бабушке такие большие уши. А волк ответил бабушкиным голосом, чтобы лучше слышать. Затем Красная Шапочка спросила, зачем бабушке такие большие глаза. «Чтобы лучше тебя рассмотреть», — ответил волк. «А руки такие большие, чтобы легче обхватить». И когда Красная Шапочка увидела пасть волка и только спросила, почему у бабушки такой противный большой рот, как волк накинулся на нее, закричав, «Чтобы я тебя могла съесть!» И как выскочил из-под одеяла и проглотил бедную девочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, заснул, да и стал храпеть, что есть мочи. Проходил в это время мимо бабушкиного дома охотник. Услышал храп и подумал, не приключилось ли чего-нибудь со старушкой, что она так храпит. Вошел он в дом, подошел к кровати и видит, что там волк спит. А он уже давненько на этого злодея охотится. Хотел было убить его из ружья, да пришло ему в голову, что волк, может быть, бабушку проглотил и что ее еще спасти можно. Потому и не выстрелил, а открыл широко волчью пасть и увидел, как там мелькнула
Красная Шапочка. Выпрыгнула из пасти девочка и сказала, что там еще ее бабушка. Открыл охотник еще шире волчью пасть, и за Красную Шапочку кое-как выбралась и бабушка-старушка. Обрадовались они, стали обниматься и благодарить охотника. Решили они проучить хитрого волка. Натаскали поскорее больших камней, напихали их волку в пасть и брюхо и вынесли его во двор. И когда волк проснулся, увидел охотника и хотел было улизнуть, но не вынес тягости камней и упал на землю. Это порадовало всех троих. А волк тем временем поднялся и еле-еле поволок свое тяжеленное брюхо в темный лес. Больше его и не видели. Вот так они проучили хитрого волка, а Красная Шапочка решила, что никогда больше не ослушается матушкиного приказания.